Всем привет! Если раньше китайский автопром был известен нашему брату исключительно дешевыми машинами, хотя и вызывающими претензии к качеству, то теперь поднебесные модели выросли и в качестве, и в цене. Причем на более доступную продукцию из Китая российским потребителям рассчитывать не стоит, даже в обозримой перспективе. И вот собственно почему. Пока коллективный Запад не обрушил вторичные санкции на китайских автостроителей, активно атакующих российский рынок, азиаты стремительно продолжают заполнять освободившийся от прочих иностранных компаний автомобильный сектор страны. Причем они намерены завоевать позиции не целиком, а точечно. К тому же, избавив отечественных покупателей от возможности приобретать дешевые машины. Как это, к примеру, было с Лифан, забросавшим Россию своими моделями, застолбив за собой абсолютное лидерство среди всех китайских марок, которое бренд удерживал несколько лет подряд. Для массового потребителя всегда найдется Лада, а тем, кто желает ездить на иномарках, ничего не остается, как переплачивать втридорога. Да, китайцы решили брать рынок не оптом, а за счет высокой маржинальности. Как это, к слову, всегда делали бренды, работающие в премиальном сегменте. Иными словами, прибыль китайцы хотят получить не за счет колоссальных объемов продаж, а благодаря дороговизне своей продукции. Проще говоря, пока никаких активных действий со стороны Запада не последовало, азиаты будут рвать, что есть мочи. Вторым немаловажным моментом является тот факт, что китайские бренды научились характерным для нашей страны приемчикам ведения коммерческой деятельности. Да, выросли ввозные пошлины, акцизы, утилизационный сбор и НДС. А потому спрашивается, зачем тащить в Россию дешевые машины, работая если не в убыток, как это долгие годы делали те же корейцы, то хотя бы с минимальной маржой. Тем более, что сверху ложатся и выросшие затраты на логистику, не говоря уже о дилерской марже 10-20%. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов. Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру, ссылка в описании. Китайцам гораздо проще выступать в куда более прибыльных сегментах, например в кроссоверах, где даже некогда доступные модели сильно прибавили в стоимости. И не только из-за упомянутых факторов, но и по причине дефицита автомобилей, а также банальной жадности продавцов. Деятельность последних, напоминаем, у нас до сих пор никак и никем не регулируется. Импортеры и дилеры навешивают прайсы на свою продукцию по методу «хочу вас столько, остальное по барабану». Вероятно, частично сгладить ситуацию могут запустившиеся в России локальные производства. Но на сильное удешевление выпущенных местными заводами машин надеяться не стоит. Локализация дает возможность забугорным маркам получить дополнительные субсидии на поставку комплектующих. Но, как показывает практика, конечному потребителю от этого ни горячо, ни холодно. А как считаете вы, китайцы обнаглели?